Пожар на крупном перевозчике сырой нефти New Diamond. Танкер был построен компанией Mitsui Engineering and Shipbuilding в Японии. Его киль был заложен в 1999 году и далее был спущен в 2000 году. Приводится в движение одним дизельным двигателем и достигает скорости до 15 узлов в час. В 2013 году был переименован в Diamond Warrior, а в следующем году снова в New Diamond. 3 сентября 2020 года около 7 часов 45 минут в машинном отделении вспыхнул пожар, когда судно находилось примерно в 65 километрах к востоку от Шри-Ланки в мысе Сангаман-Канда. В то время оно перевозило 270 тысяч тонн нефти из Кувейта на нефтеперерабатывающий завод Парадип в Индии с 18 филиппинцами и 5 греческими членами экипажа на борту. Рано утром 4 сентября было сообщено о 2 взрывах на танкете New Diamond. Управление по охране морской среды Шри-Ланки заявило, что, по его мнению, грузовые танки не пострадали после пожара, но было замечено небольшое нефтяное пятно, возможно, из-за мазута на борту. Тем временем правительство Мальдивских островов выразило беспокойство, а министр и президент высказали мнение, что стране необходимо принять все меры предосторожности, чтобы предотвратить попадание нефти на ее берега. 19 моряков были спасены коммерческим судном Хелен, 2 судном Аяра и 1 судном Ранариси. В огне погиб филиппинский член экипажа. 22 члена экипажа были спасены, а 1 человек с ожогами был госпитализирован в больницу Калмунай. В общей сложности 4 судна Шри-Ланки отреагировали на инцидент, а также самолет-разведчик ВВС Шри-Ланки. 6 сентября командующий ВМС Шри-Ланки Нишанта Улугитеня заявил, что после 36 часов спасательных операций пожар удалось локализовать. Однако впоследствии он снова загорелся и горел еще несколько дней. К тому времени спасательные операции выросли до более чем дюжины кораблей из Индии и Шри-Ланки, а ВВС Шри-Ланки выполнил 176 вылетов, сбросив около 440 тысяч литров воды и 9900 галлонов химических средств пожаротушения. Пожар был потушен к 11 сентября, когда спасатели поднялись на борт New Diamond, чтобы устранить утечку мазута и подготовить судно к буксировке в порт, где будет выгружен груз сырой нефти. В конце сентября New Diamond был взят на буксир в порт Кандла в западноиндийском штате Гуджарат для разгрузки его груза с сырой нефтью. Хотя пункт назначения впоследствии был изменен на порт Хор-Факан в Объединенных Арабских Эмиратах, где нефть была перегружена на другой танкер для транспортировки в Парадип. 9 сентября 2020 года Управление по охране морской среды Шри-Ланки объявило, что планирует подать в суд на владельца New Diamond на основании нарушения законов Шри-Ланки об охране окружающей среды. Капитан New Diamond Стериа Элиас был обвинен в суде Коломбо генеральным прокурором Шри-Ланки в разливе нефти и нарушении закона об управлении по защите морской среды со штрафом в размере $1 миллиона. Суд уменьшил штраф до $65 тысяч, и Элиас был освобожден после оплаты. Владельцу судна было предъявлено обвинение в размере $2,4 миллиона за тушение пожара, которое компания заплатила в качестве условия буксировки New Diamond из вод Шри-Ланки.